Утром они мне звонят и говорят: а вы знаете, что ваша квартира продана? Я говорю: как продана? Вот сейчас, в данный момент, на вас хотят оформить кредит. Вы какой-нибудь код называли, и все, у меня холодный пот. Кто-то звонил к вам, цифры сказали, вот это мошенники. Я говорю, все, говорю, блокируйте, говорю. В течение 5 часов они оформили 13 с лишним миллионов. Там 6 миллионов, тут 4 миллиона, там депозит. Как они без меня могли ее продать? Ну это же, говорит, мошенники. Вы что, не знаете? В тот момент, когда я думал, что я возвращаю деньги, я, оказывается, им отправлял деньги. Ну а потом такая же история с машиной пошла. То все. Жизнь остановилась, можно сказать. И вообще ничего нет. Понимаете, я вообще на улице. Я поверил этому. Я до сих пор удивляюсь, что поверил этому. Меня зовут Рахымжанов Искандер Кахарманович. Я 1982 года рождения. Проживаю в поселке Щели Кызылординской области. Работаю сварщиком. 30 октября 2024 года я приехал на работу. Выгружая свою сумку, позвонили с актив-центра, оператор актив-центра, и сказал, что мой сим заблокирует актив. У меня есть еще вторая симка, билайновская. Так как все банки подвязаны к активу, я испугался, человечески, по-человечески. Он говорит: ой, ага, не испугай, не бойся. Сейчас, говорит, тебе код придет, мне его скажи, в течение получаса продлим еще на 3 года. Это все происходит на ходу у меня. Звонит телефон, я вижу в облаке 4 цифры, с ЕГОВ приходит 1414. Я ему тут же диктую, он даже трубку не повесил. Диктую, он говорит: все, я сейчас перезвоню. Не доезжая работы, звонит из службы безопасности Халкбанка. Ахмед Витальевич, по-моему, не помню. Фотографию свою скинул, бейдж. Вот, ага, не бойтесь, я сотрудник. Прям высветилось с Халкбанк у меня. Звонит на WhatsApp. И говорит: на вас кредит оформляют. Я говорю: как так? Он говорит: вот кто-то звонил к вам, цифры сказали? Да, да. Он говорит: вот это мошенники. Меня зовут Бродецкий Николай Николаевич, мне 45 лет, я живу в городе Темиртау. Это было 24.07.2024 года. Мне как раз нужно было в ночь на работу. Звонит телефон, я поднимаю, а, естественно, внимание рассеянное, и мне нужно спать. То есть, получается, мне в ночь на работу, время где-то без 22. В 2 я должен лечь, чтобы потом ночью нормально отработать. Звонит телефон, я смотрю, WhatsApp. Ну, естественно, на цифры не смотришь. Ну, как бы я раз. Алло. Здравствуйте, Николай Николаевич, там то-то, то-то. Я с Теле2, там представился, все такое. Говорит: у вас нормально со связью? А у меня Wi-Fi роутер небольшой, Altel. Ну. И вот как назло он глючит. Ну, пропадает интернет. Вот как назло, вот как совпало. Я говорю: да что-то, говорю, сбои какие-то. Это мы просто оборудование переустанавливаем, говорит. И сейчас каждого клиента, говорит, который у нас это клиент, мы, говорит, как программируем, перекодируем, что-то такое. Я говорю: ну хорошо, ладно, все как бы. Сейчас вам цифры придут, вы скажите их, чтобы мы настроили там то-то, то-то. Я говорю: что надо? Он говорит: скажите, ну вот это то-то. А получается, когда приходит код, опускаешь шторку, и сначала идет код. А потом только внизу, вот внизу написано: никому не говорите код. Но так как у меня в этой руке была курица, я вот так вот сделал, открыл шторку, посмотрел, ну, к примеру, я уже не помню, там, 7864. Все, спасибо. Звонит сразу, буквально минут через 5, звонит тоже по WhatsApp с аватаркой ЕГОВ, буква Е, вот как ЕГОВ. Здравствуйте, это какой-то там Ростиславович, какой-то такой-то. Бродецкий Николай Николаевич? Я говорю: да. Вы сейчас в свой аккаунт в ЕГОВ заходили? Я говорю: у меня его даже нету. Он говорит: ну то, что у вас его нету, это же не значит, что у вас же ИИН есть, вот это все, за каждым гражданином Казахстана закреплено это. Я говорю: ну и что?
сейчас производятся какие-то действия, ну, то есть что-то производится в вашем аккаунте, запросы на кредиты, там какие-то движения. Вы делаете что-то? Я говорю, у меня нет, Егова, я же вам повторяю. Вам звонил кто-нибудь до этого? Я говорю, да, звонили с Теле2, сказали, как бы это вот. Вы какой-нибудь код называли? И все, у меня холодный пот. Я говорю, да. Ну, все, понимаете, вот сейчас ваши данные, говорит, находятся в этом, все у мошенников. Они путем таким-то, таким-то, они, в общем, зашли туда-то, туда-то. Вот сейчас в данный момент на вас хотят оформить кредит. Все мои данные, говорит. Вплоть до адреса, где прописан, когда родился. Все, буквально все знает. Номер телефона, номер удостоверения. Я говорю, ой, бай, конечно, остановите. Он говорит, все хорошо. Это, говорит, сейчас быстро мы сделаем. Отключился. Теперь у меня шок. Хочу перезвонить, не могу. Он сам перезвонит опять. Перезвонит, все, ага, у вас все хорошо. Все, остановили кредит. Он говорит, из Центробанка, я, говорит, со специалистом вас свяжу. Вы с ней поговорите. Вдруг в других банках еще успели мошенники оформить. Я говорю, ну, конечно, ну, человек переживает за меня. Еще так по-доброму разговаривает. И связывает меня с Викторией. Это специалист Центробанка. Хотя у нас нет, да, его? Национальный банк. Нацбанк, да, Нацбанк. И Центр, Национальный банк. Я говорю, все, говорю, блокируйте, говорю. Мы не можем этого сделать, вам нужно произвести действия, говорит, понимаете? Я говорю, какие действия? Говорю, блокируйте, ну все, как бы не надо. Он такой, это не так просто, понимаете, здесь подключена полиция, там, сейчас вам позвонит сотрудник Комитета национальной безопасности и скажет, что дальше делать. То есть, понимаете, у них такая задача, как бы сразу не загружать человека, а постепенно, чтобы он сидел и мариновался в своем соке, вот думал, бросает трубку. Я сижу, у меня мысли, что, кому звонить, куда. Это сейчас я уже понимаю, да, вот спустя год. А тогда я не знал, что Центральный банк не звонит, что полиция не звонит. Ну, не звонят они и все. Вот и она говорит, сюда зайди, вот это напиши. Прям я все под диктовку делал. Как она мне говорит? Она говорит, ты не бойся. Нас КНБ слушает, полиция слушает. Все нормально. Нам главное сейчас вычислить мошенников и поймать. А это то, что мы операцию делаем, это, говорит, возврат денег в банк. Я скачивал приложение, проходил то, что она говорила, регистрацию, вот это все, ID, Верификация. верификация, вот это все. Я не очень в этом соображаю. Она специалист представилась. Я ей поверил, я ей конкретно поверил. Я был уверен, что возвращаю деньги банку. Оказывается, я брал у банка и переводил им. Ну как? Она говорила, в камеру смотри. Я смотрел, каску сними, каску одень. Здесь напиши, здесь подпиши. Это все так происходило. Некоторые даже сомнения, когда были, она, не бойтесь, не бойтесь. Нас все слушают, все органы, службы безопасности. Не бойтесь. Я даже не знаю, я не боялся. Звонит этот Комитет национальной безопасности по видеосвязи. Здравствуйте. Ну вот, как вас вижу, стол, герб Казахстана, этот флаг, все, стол. Здравствуйте, меня зовут какой-то Абилов или как-то Алиса Паргалиевич. Для начала посмотрите удостоверение, удостоверьте, что это я, как бы. Я никогда не видел удостоверения КНБшника. Он мне мог бы что угодно подсунуть, без проблем. И я говорю, ну, да. Так, наш разговор записывается, статья, названы статьи, названы всякие там кодексы, все такое, вы понимаете. Сейчас прошла стандартная ситуация, на вас прошла атака мошенников, мне позвонили, сказали, в общем, там чуть ли не подняты по тревоге. Ну, все это терминология, вот они подготовлены. В общем, вам нужно сейчас будет сделать кое-какие действия. Я говорю, блокируйте, блокируйте. Мы не можем этого сделать, потому что вы должны тоже нам помочь, что так и так. Я говорю, ну и ладно, ну и черт с ним. Ну сказал, кот сказал. Я говорю, все, я как бы этот. И, понимаете, у каждого человека есть своя точка, на которую надавят, и он может, ну, либо все рассказать, либо испугаться. У кого-то страх, у кого-то жадность. И они поймали меня вот на том, что якобы исполнительный, что соблюдает законы, все вот это вот. Когда уже чуть-чуть были сомнения, она говорит, я вас сейчас с директором вашим свяжу. Там парень, вот как супруга говорит,
казахстанский флаг, название этот, Национальный банк. Национальный банк, такой цивильный парень. Говорит, скриньте мое лицо смело. Я говорю, ничего не бойся, я потому что на правой стороне. Ну как не поверишь? Да и еще бумаги такие присылают. А там, оказывается, одна печать на всех бумагах. Караганды именно. Почему-то. Печать Караганды. Это потом мы уже увидели, когда. А так оно. И он говорит, вы понимаете, сейчас, если ваши деньги, говорит, уйдут, говорит, в спонсирование экстремистских каких-то организаций, вы будете привлечены. Сейчас мы вас свяжем с главным там специалистом Национального банка, Сергей Довлатович. Да, Довлатович, по-моему, но это все равно фейковый, так они себя называли. И он мне говорит, на ваш депозит, который находится в Home Credit банке, понимаете, депозит, то есть у нас одно отделение в Home Credit банке, и про депозит знал только я и моя супруга. Все. Он не знал сколько, но он знал, что там есть. И все. И вот это вот, куда достовернее, да, информация. Я, естественно, поверил, что это сотрудник банка национального, потому что он знает про мой депозит, он знает мой ИИН. Прислал какое-то фейковое, это я потом понял, что фейковое, прислал какой-то файл, где показано, что на меня берется там 5 или 6 кредитов. Вот, что они временно заблокированы, что нужно вот делать какие-то действия, что там, там ИИН, все есть. Вам нужно поехать, его снять и положить на защищенный счет. И чем они, понимаете, они не отпускают. То есть вот не ложите трубку, все, чтобы они клиента не теряли, все. И у вас есть наушники? Я говорю, да, есть. Все, наушники воткнул, все как бы. Сколько у вас процентов зарядки на телефоне? Я говорю, там, 40%. Когда вот до форта, да, дошло, Угу. мне всю операцию остановили. Она мне говорит, позвони к колл-центр. Берет девушка, она говорит, нет, все уже. Если компьютер заблокировал, только приезжаешь, и тогда. Виктория мне говорит, все, проблем нету, едешь завтра. Я говорю, я на вахту только заехал. Первый день у меня. Она говорит, не знаю, если ты хочешь, чтобы висел на тебе кредит, тогда работай дальше. Она уже мне угрожает. Она до того психологически мне в голову залезла. Она уже прям как старшая сестра на меня. Вот. Ну, хочешь, тогда не надо. Ладно, типа. Сейчас зайдете спокойно, скажете, что вам на лечение надо, все, снимите свой депозит, и потом, как выйдете из банка, и тогда только нам уже сами позвоните, либо мы вам позвоним. Я снимаю деньги, все, выхожу, они у меня в рюкзаке. Думаю, все, как я, так больше нету. Перезваниваю, говорю, все нормально, говорю, давайте, вы сказали, что в КНБ надо подъехать, комитет, а у нас в Темиртау КНБ здесь есть, я не знаю, там отделение какое, чем у нас специализируется, КНБ. Они такие, Николай Николаевич, подождите, вам нужно эти деньги положить на защищенный счет. Я говорю, зачем? Вот они у меня, вот они в руках, вот какой защищенный счет? Вы хотите, как хотите, но вы понимаете, вы ими не можете воспользоваться. Я говорю, как не могу воспользоваться? Это вещественное доказательство. Это, то есть эти деньги, как вещественное доказательство, то есть если вы сейчас начнете пользоваться, это уголовная статья. Я говорю, что теперь делать? Вот там терминал, то-то, то-то. И вот переводили деньги по 500 тысяч. То есть он говорит счет этот дропера, как я уже потом, это сейчас я понимаю. Вот, выходит счет, на какое-то время, секунд на 20, выходит СМС, это все набираешь, вот окно какое-то появляется, и только по 500 тысяч. Вот, не больше. Больше у них там, видать, больше их начинают где-то уже ловить. Наверное, может, система банка не пропускает или еще что-то. Все, потом, получается, эти деньги я, можно сказать, профукал. Все, такой довольный. Они говорят, так, Николай Николаевич, хорошо, завтра утром в 9... сейчас вам позвонит этот КНБшник. И вот они звонят, то КНБшник, то этот национальный банк, то КНБшник, то национальный банк. Голова вот такая. Завтра вам позвонит, сейчас вам позвонит этот КНБшник Алиса Паргалевич. Он звонит, говорит, Николай Николаевич, завтра в 9 часов, у нас планерка, 8:30, мы в 10 часу вас пригласим, говорит, КНБ сюда. Я говорю, да я могу и в Караганду приехать. Какая разница? Говорю, что ради такого дела. Все, давайте до завтра. Перезвонит этот Довлатович, который с национального якобы банка. Он говорит, то, что мы сейчас ваш депозит сохранили, это хорошо. Надо завтра будет отработать вот эти вот, то, что на вас взято. В течение 5 часов они оформили 13 с лишним миллионов. В тот момент, когда я думал, что я возвращаю деньги, я, оказывается, им отправлял деньги. Вот под диктовку я брал кредит и на счета закидывал.
С Фортебанком, если считать, 15 с лишним миллионов. Но Фортебанк, у них сработал вот этот компьютер, он просто заморозил, не дал операции произойти. Бірақ сол күні маған Билайн центрден звондады. И сіздің номеріңізді біз продлить етуіміз керек, срок өтіп бара жатыр деді. Сізге қазір код келеді, бізге айтыңыз деді. Мен кодты бердім, олар телефон тастай салды сразу. И, короче, бір сағаттан кейін ба, примерно маған звондады ғой. Біз Национальный банктен звондап тұрмыз. Осындай подозрительный транзакция болып отыр, сіздің атыңыздан кредит алып отыр, әлі басқа счетқа түскен жоқ. Бірақ сіз қайтарсаңыз болады ол ақшаны деді ғой бізге. Ары қарай біз қазір СБ-мен сізді хабарластырамыз. Осындай, олар қазір сізбен сөйлеседі, сіз ешкімге разглашать етпеуіңіз керек, бұл тайна деді, сонымен қайтадан Национальный банк звондады. И ДВД деп звондап, короче, баннерға шығарды ғой, баннерді көрсетті ғой, типа ше. Сөйтсем өтірік екен ғой, ше. Мен соған сеніп қалғанмын ғой. Бір банктен осындай алды, короче, бұны қайтарамыз. Сөйтіп, короче, мен бұлар транзакциялардың бәрін жасадым, 500 мың долларға лақтырып отырдым ғой. Кейін, болды ма енді десем, жоқ, басқа банктерді тексереміз деді ғой маған. Короче, сонымен Хоум банкте бар екен деді, оның артынан Алтын банкте бар екен деді, сөйтіп, короче, мен білмеймін қандай состояние, бір гипнозда болдым ғой деймін бір ше. Кешкі сменге жұмысқа баратқан кезім еді, кешкі сағат 6-ның кезінде маған Теле2 компаниясынан звонок шалады, Андрей деген орысша айтады. Ваш сим-карта устарел, мы вам сейчас отправим 4-значный код, вы нам подскажете, он действительно из компании Теле2. Мен қайдан білейін, оны мен 4 санды жібердім. Одан кейін шамалы уақыт өткеннен кейін маған халық банкіне хабарласады бір әйел. Видео звонокпен шығып жатыр. Қасында тағы да сотрудниктер отырды, алыстау жерде. Үлкен ұлттық қауіпсіздік неде отырды, ұлттық банктың. Сіздерге дейді, алаяқтар аяқ астынан алаяқтық кредит орнатып жатыр. Сізге шұғыл түрде неге халық банкісінің приложениесіне қандай не бар, соған сіз кіруіңіз керек дейді. Соны алдын алатын шара қолданып жатырық деді. Мен білмей ғой, мен қарапайым. Сізге 1,6 миллион теңге алаяқтық жолмен кредит рәсімделіп жатыр дейді. Осыны мен кіріп, приложениемен бәрін басып жіберем айтқандарын. Мен өзі сол моментте мен шоковый состояниеда болдым. Мен уже, сіз білсеңіз, мен қандай состояниеда. Мен өмірімде бірінші сондай болдым. Өте қатты. Алаяқтардың диктовкасымен, қорқытумен ғой. Енді мен оны қабылдадым. Ұлттық қауіпсіздік несі комитеті, ұлттық банктың служба безопасность, жаңағындайлар, солар действительно маған солар көмек жасап жатыр деп ойладым. Мен білмеймін ғой. Особо сол моментте опасение болған жоқ та. Бірақ алдында ешкімге код айтпаңдар деп естіп жүргенмін ғой. Сонда да соны беріп қойдым. Қалай мен бір сол моментте мен өзім не алмай қойдым, бірақ тупить еттім ғой мен, короче, ше. Вообще ешкіммен сөйлеспедім ғой даже. Не жақтағы адамдар бір-екеу айтты ғой, абайла олар мошенниктер болуы мүмкін, мынау деп. Еще жанымдағы адамдардың телефонын бере тұр деп, зарядка сұрап жүріп, іздеп жүріп, сөйтіп не қылдым ғой мен ше, телефонның батарейкасы отырып жатыр да. Типа жаңағы ойымда мен атымда кредит қалып кетеді деген оймен, короче, сонда сеніп қалдым ғой мен ше. До того удивляюсь, қалай мен. Содан мен сол приложение кіріп жаңағын жіберем, жақсы бол. Енді дейді, сіз Каспий банкке кіріңіз, ол жерде алаяқтықпен орнатып жатыр дейді. Мен барамда оны тоже приложение арқылы оформлять етем, тоже 1,6 миллион. Сонда айтты, оның алдын алдық дейді. Сол түнімен сонымен өтеді, таңертеңіне қайтадан звондайды. Келесі күні 12 қараша күні сізге Home Credit банкісіне бару керек. Алаяқтар сонда отыр. Сіз банктен тоже оформить етіп өзіңіз 1,2 миллион теңгені. Соны мынандай счеттарға салып жеңіз деп банкомат арқылы салдырып жіберді. Мен қатты есімде жоқ. Соны аламда мен Home Credit'тен 1,2 миллион теңге плюс жаңағы страховкасы бар. 101 мың, 1,3 миллион бірдеңені мен аударып жіберем. Содан үйге келем, шоковый состояние. Әйеліме звондайды, мен әйеліме жауап бермей хабарласпай қоям. Мен осылай әйелім қатты ашуланады, ренжиді. Үйге келем, маған звондайды. Бажабдың баласы бар, Астана қаласында Сарыарқа район РОВД-да қызмет атқарады. Көке, мен естіп жатырмын әпкемнен. Бұл алаяқтар, сол кезде барып мен құлаймын, басым айналып.
сіз алдандыңыз дегендегі. У меня же отец там вместе же работаем. Он меня, короче, жена позвонила отцу. Вот такие дела. Вот Жандос вообще трубку не берет. Что с ним? Узнайте, короче. И отец меня позвал, короче, к себе. И что происходит? И, короче, я им рассказал. Вот. Ой, ё-моё, он мне говорит, ты чё? И, короче, вот такие дела. Ты чё, Башир? Короче, ты чё наделал? Именно сол моментте мен алданған кезде, ну, ертесіне рободага бардық қой біз. Сол кезде рободага барған кезде оларға заявление жазу үшін маған, короче, кредитный историядан неден алып келесің деді ғой. Игов центрге барып ше. Сөйтіп ол жаққа барып, жаңағы сумманы көрген кезде көзім шығып кетті ғой кәдімгі ше. 14 миллион, там, несімен, не помню точно, 14 миллионнан асып тұр ғой, короче. И мен ана сумманы көрген кезде бір жылағым келді, шынымды айтсам ше. Бір суицидтің нелері келді ғой, ойлары келді ғой кәдімгі ше. Өзім бала шағамды қалай не қылам. Содан ұлым келеді жүгіріп, балам келеді, қолма-қол 102-ге звондайды. Мен жаңағы скорый шақырып өз-өзім зорға деп нетіп атқам. Өз-өзіме келдім. Сол следовательдер келді МВД-ның. Сол кісілер келгеннің өзінде де алаяқ звондап тұр ғой. Уайымдамаңыз. Сіздің жаңағы рәсімделген нелердің бәрін біз снимать еттік алаяқтардан деп. 5 миллион 100 бірдеме мың. Мен анық қазір қарамадым, оны қарау керек тексеріп қағаздан. 5 миллионнан артық ақша маған рәсімделген. И вот как только начинают появляться сомнения, они начинают давить. И вот постоянно вот это на телефоне, они не отпускают, они постоянно вот они у тебя в ушах. Только вот связь пропадет, сразу перезванивают. Что случилось? Почему вы положили трубку? Вы понимаете, что вы ответственны? Статья такая-то, то. И все вот это статья. Довлатов позвонил 8:30 где-то. На вас оформляют кредит в Евразийском банке. Вы понимаете, этот кредит уже существует. Вам нужно его просто забрать. Я говорю, зачем, куда, что, как? Ну, типа, если вы сейчас не заберете, его, короче, мошенники заберут себе. Блин, у меня вообще просто голова вот так вот раскалывается, всю ночь не спал. Я говорю, ладно, и не звоните, пока не сделаете ничего. Я захожу в Евразийский банк, молодая девчонка, никого вообще нету. Я ей даю удостоверение, она, вот я ей сказал про 2,5 миллиона, она берет этот раз. А вы не хотите кредит на 7,5 миллионов, вам одобряют? Я говорю, какие? У вас вот все хорошо, все отлично. У меня вот так вот крыша полетела. Я говорю, подождите, мне надо посоветоваться. Вышел с банка, а мне сказал мошенник вот этот, который прикидывался КНБ, это Национальным банком, он говорит, нельзя, пока ничего не сделаете, не выходите, не звоните, потому что вот эти менеджеры, они работают на мошенников. И я вышел и звоню ему, говорю, Сергей Довлатович, тут какая-то ерунда происходит. Вы сказали, что там 2,5 миллиона кредит висит, а она мне 7,5 предлагает. Почему вы мне позвонили? Вы же понимаете, что это тот. Они сейчас это все удалят. Где мы потом их искать будем? Николай Николаевич, мы что, с вами в игры играем? Вы понимаете, какие ресурсы на вас... Я вот пытаюсь что-то сказать, а там прям вот, я не знаю, или психологически давят, или что, прям аргументы, вот эти все. Я говорю, так что мне делать-то? Уже сам психовать начинаю. Он такой, берите сколько дают, и все равно эти деньги потом спишутся и туда-то, туда-то. Я говорю, вы уверены? Да. Не переживайте. И не звоните мне больше, пока не сделаете вот всех вот этих вот процедур. У меня кредитная история хорошая, может. Я сколько раз брал кредит, всегда вовремя, и всегда все хорошо. У меня средняя зарплата, я не скажу, что много и мало. У меня средняя зарплата и хорошая история. А почему дали столько денег, я сам в шоке. Если бы я захотел эти деньги взять, они бы никогда в жизни мне не дали. В каждом банке мне по 2 раза дали. В течение 6 часов. В каждом банке по 2 раза дали. В 2010 году мы покупали дом. Мы заплатить должны были 2 400 000. Чтобы получить кредит, мы отпрашивались и с работы, и брали и отгулы, ходили в банки, стояли в очереди. На ногах мы получали. А сейчас она мне сказала, я ей раз и все свои данные выдал. И она мне все это раз, и буквально за 4 минуты мне оформляют кредит на 7 300 000, округляю. Вот, все вам одобрено, все такое. Я сижу, у меня вот, я не то, что таких денег не видел, но все равно, что я с ними буду делать, как это, что это, зачем. Все, снимают эти деньги.
Вот, он мне говорит, сейчас вам нужно также на защищенный счет перевести, подойдете к терминалу, терминал находится 45-й, остановка 45-й квартал, там торговый дом «Мечта», там 2 терминала наверху Евразийского банка. Я подхожу туда, один терминал чеки не выдает, а второй терминал десятки не принимает. И вот это вот, как этот, ну погоди, помните, раньше вот эта игра была? Вот, и вот это вот я там провел, наверное, часа 3. Представьте, 3 часа вот пить, кушать, вот это, туалет, вот это, деньги, все. Избавляясь от последних вот этих 10 тысячек, 20 тысячек, все, я выхожу, говорю, так, все, я говорю, все сделал, едем в КНБ. Подождите, сейчас вам позвонит этот Алиса Паргалиевич. Алиса Паргалиевич этот звонит. Николай Николаевич, так и так. Я говорю, все, я готов, все, вот. Давайте КНБ, знаю, где КНБ, я уже на старте еду. Он только говорит, подождите, сейчас, говорит, пришло, говорит, оповещение, что, говорит, ну, не оповещение, а как они это называют, вот, пришло, что на вас вот пытаются взять кредит в Хоум-кредит-банке. И я уже не выдержал, я говорю, да что мне, ну, и матом на букву «Б». Я говорю, что мне по всему Казахстану за этими мошенниками бегать, говорю, ё-моё. Давайте в КНБ приду, сейчас там разберемся, что почем. И вот тут он начал проявлять агрессию. Он начал говорить, вы что себе позволяете? Вы что, как бы то-то, то-то? И вот эти вот... У них, наверное, какой-то список возле компьютера лежит, вот по которым они просто глушат людей. Они вот когда говорят, они вот как... Что нужно ответить? Подсказка. И этот... Я, ладно, хорошо. И перестаньте вот так вот это. Мы вам помогаем. Почему вы вот так к нам относитесь? Мы же это... Они, видите, чтобы вы не сомневались, показывают свое лицо, говорят, вы можете заскринить, что если не верите. И вот тоже вот эти банковские, вот эти всякие с печатями. Да, кстати, она мне сразу присылала вот это вот. Ну, а на самом деле это все Печать. с интернета же можно взять. Прям говорит, вот, посмотрите. Потом, говорит, еще письмо придет уже, оригинал. А пока, говорит, вот в WhatsApp, смотрите. Там прям написано, вот такой-то, такой-то банк, кредит погашен, кредитная история чистая. Рахымжанов Искандер молодец. Ну, как-то так. Я захожу, много народу, люди как перепуганные, все берут кредиты. Вот я не знаю, в гробу бы я увидел этот кредит. Я захожу, девушка, менеджер, сажусь, она, здравствуйте, что вы хотели? А я говорю, я хотел бы взять кредит, то-то, то-то, то-то. Она такая, хорошо, можно ваш телефон? А мне этот мошенник сказал, телефон в руки не давать. Я как-то себя повел, и она, видать, это увидела. Она его переворачивает, заходит в WhatsApp, пролистывает до звонков, а там же аватарки все и звонки. И она туда раз переворачивает, а я раз телефон забираю. Она раз на меня так посмотрела. Мне надо, как-то она там сказала, QR-код, чтобы зайти в центр Хоум-кредит-банк, появился там наш вот этот бот, и я вам там наберу. Я раз, ей 5. Она уже туда не залазит. Она чик-чик-чик-чик. Все, бах-бах-бах, так посмотрела. Ага, видите, я куда-то там на QR-кодом нажал, направил. У нее в компьютере раз, она смотрит. Так у вас еще товарный кредит. А я брал этот бетономешалку, хотел забор сделать, ну вот этот бетономешалку брал. У меня там где-то около 100 с чем-то тысяч этот товарный кредит. Мы можем сделать вам рефинансирование и выдать 4 миллиона 200. У меня вот это вот, просто вот это вот, там 6 миллионов, тут 4 миллиона, там депозит 2 миллиона 700. Я говорю, подождите, мне надо позвонить. Все, вот просто как-то, не знаю, вот или инстинкт, или еще что-то, вот. Выхожу, опять начинаю звонить, он на меня уже начинает орать, этот якобы сотрудник Национального банка, как вы там вот то-то, то-то, вы что-то, короче, Николай Николаевич, все. Мы сейчас все прекращаем, можете выходить с банка, мы все прекращаем, сейчас мы вас, короче, все арестуем. Где вы находитесь, никуда не уходите, сейчас подъедет это, потому что вы там срываете операцию, то-то, то-то, то-то. Я говорю, ладно, все, не ори, я уже вот так вот с ним разговаривал. Положил трубку, возвращаюсь, а я когда шел, вот так в пол смотрел, сел, смотрю, ее нету. Удостоверения у нее нету. Ну ладно, все, вот так сел, раз так, там такой дяденька стоит, это служба безопасности. Здравствуйте, вы Николай? Я говорю, да. Можно вас на минутку? Я встаю за ним, пойдемте вон туда отойдем. А вы сейчас с кем разговаривали? Я говорю, с семьей разговаривал. Можно вас наверх? Я говорю, зачем? Отдайте мое удостоверение, я пойду. Пойдемте, мы вам кое-что скажем. Пойдемте. Я говорю, удостоверение отдайте. И менеджер стоит вот так вот, смотрит на меня, не отдает, девушка. Мы вам жизнь спасаем, пойдемте. Я наверх поднимаюсь, заходим к нему в кабинет, у него кабинет, служба безопасности, стоит компьютер, включенный, открытый, вот такая стопка. Потом, как я понял, это за все заявления вот по мошенническим вот этим делам, заявления в банке. Ну, объяснительно пишешь, когда.
И он такой: вы с кем разговаривали? Я говорю: вам какая разница, с кем я разговаривал? И начинает дерзить, вот это, вести себя как ковбой, блин. Он говорит: вы же с мошенниками разговаривали. Я говорю: с какими мошенниками? Это не ваше дело, с кем я разговаривал. Николай Николаевич, кто вам звонил? Ну, правда. И он берет так на компьютере, поворачивает ко мне монитор, а там все вот эти аватарки. КНБ, ЕГОВ, вот это вот телекомовские все вот эти вот. И все, я, ну, как бы я не хотел поверить, но внутри мое сознание то мне кричит, что ты идиот. Ты идиот просто, Коля, ты просто идиот. Приезжаю домой, у меня супруга занимается финансами. Обычно, когда такие истории, я всегда сначала к ней. Тут, не знаю, она меня так запугала или зомбировала как-то. Когда я уже ей показал, она сказала, что это мошенники. Тогда только. Я ей говорю: ты не психуй. КМБ нас слушает. Не психуй. Какой КМБ, она разобралась. Но я сразу поняла, что это все-таки мошенники, потому что я сама работаю бухгалтером, именно банк веду. Стала скачивать все банки, которые существуют, и проверять. И там уже я видела, что уже кредиты оформлены и переведены. Мы сразу стали звонить в колл-центры все, чтобы, если где-то остались все деньги, чтобы хотя бы заблокировали. Но только вот Форте-банк успели сохранить и назад вернули им. А остальные банки уже были переведены, где-то сняты. По выпискам банка я сразу видела, что именно в Алмате, в торговых центрах, больших парках обналичивались эти деньги. Все у меня тут плюс-минусом сошлись. Я хожу, начал психовать, в стенку бить. Он говорит: вы успокойтесь, вы что, говорит, делаете? Я говорю: вызывайте полицию. Все, у меня истерика. Он говорит: ну, вы вызывайте, потому что я вызываю, там, раз, не дошло, потом второй раз, да, сейчас приедем. Я хожу, потом давай смеяться. Ну, вот, понимаете, вот все, ну, я не знаю. Позвонил жене, говорю: Света, вот так и так. Она говорит: я ж тебе говорила, я вот чувствовала, блин. Я говорю: да хер ли ты чувствовала? Ну, извиняюсь, конечно. Короче, чуть ли не поругались с ней. Я сажусь на велосипед, еду, думаю, в банк, или в полицию, или в банк, или в полицию. И вот пока ехал, звонит вот этот вот Довлатович. Завтра вам придет там какая-то там повестка, вас вызовут туда-то, туда-то. Я говорю: слушай, хватит. Ну, естественно, меня уже прорвало. Я говорю: хватит уже, говорю, это. Ну и матом. Фигней страдать и то-то, то-то, то-то. Что вы вообще говорите? Что вы себе позволяете? Я говорю: таким, как вы, говорю, надо головы откручивать. Он так спокойно говорит: а у тебя сил хватит голову мне открутить? Я говорю: на тебя хватит. И вот этот вот волшебный Алиса Паргалевич, который якобы в другом кабинете или, может быть, даже в другом здании, видать, забрал у него телефон и на чистом таком суржике с таким хорошим зэковским матерным таким, я могу, в принципе, включить вам потом, не перед камерой, что они там говорили. Короче, тебе кабзда, ну все матами. Вот одно слово мат, одно слово мат. Жену твою порежут, всех порежут, там чуть ли не кота убьют, все. А ты будешь платить, а ты будешь то, а ты будешь то. Меня тоже несет. Я ему говорю: приезжай. Да приезжай, ради бога, давай, то-то. Я тебе объяснил, гусю, что тебя, сука, просто, как, ну, потому что ты лох. Очередная терпила, которая просто попала под стандартную схему, которую как тупую дуру, которая залила бабок, таких, как ты, ежедневно по десятку минимум людей, мы, да, забираем бабки. Образ жизни, как работа моя, что тебе непонятно. Ну, я не считаю, что я сделал что-то плохо, либо не так, наоборот, именно, ну, людей разгрузил. Если он тупой с бумажками, не ему надо, именно, ну. Бабушек, пенсионеров или бедных не трогаем, не переживай. А с таких именно придурков, как ты, это грех не забрать этих бабок. Такая судьба у тебя, лоха. Я Щедрина Елена Анатольевна, 54-го года рождения, коренная алматинка. Сейчас я на пенсии, работала, значит, всю жизнь в архитектуре. Мне позвонила моя коллега. Она мне говорит: вы знаете, мне пришла бумага от КНБ. И в этой бумаге, значит, они сообщают, что, значит, у них проводится сейчас работа по мошенникам, и они просят, чтобы я дала на вас характеристику.
в связи с тем, что я якобы нахожусь в списке подозреваемых. Я была крайне удивлена этому. Я говорю, я что-то ничего понять не могу, это что за дела такие? Она мне отвечает, я тоже не знаю, что, ну, я вас очень прошу, значит, они будут вам звонить. Звонок был, да, на следующий день буквально. И я являюсь представителем КНБ, и мы сейчас проводим, значит, ведем расследование мошенников, которые работают в госструктурах. Вот, поэтому, значит, он говорит, мы вас просим, чтобы вы с нами сотрудничали. Я говорю, вы знаете, я вообще-то никакими делами такими не занималась никогда. И вообще, говорю, я не хочу ни с кем сотрудничать. Зачем мне это нужно? Вот. Я, говорю, человек уже в возрасте, преклонного возраста, я хочу спокойно жить на пенсии. На это он мне сказал, если вы не хотите с нами сотрудничать, то мы будем вас привлекать к уголовной ответственности. Вплоть до того, что обвинять вас в измене Родины. Я так была удивлена и напугана, вот, потому что я настолько законопослушный человек, и, в принципе, я никогда никаких противозаконных действий не совершала по жизни, по своей. И вдруг меня будут обвинять в госизмене. Следующий разговор у нас с ним состоялся в таком ключе. Вы когда пользовались своим электронной подписью, ЭЦП? Я говорю, я им вообще не пользовалась. Я уже не помню, когда это было. Вот, вы знаете, вами подписана генеральная доверенность. Вот. И эта генеральная доверенность, значит, сейчас находится в разработке. По этой генеральной доверенности, значит, через ваши банковские счета идет поток денежных средств на СВО и на ИГИЛ. Я вообще была ошарашена такой информацией. И я говорю, я ничего не знаю, никакую, говорю, доверенность генеральную я не подписывала, и вообще своим ЭЦП я не пользуюсь, говорю, что за ерунда такая, что вы мне тут рассказываете. Он, значит, опять на меня, если вы не хотите с нами сотрудничать, значит, мы будем передавать ваше дело в уголовный розыск. Я говорю, что от меня требуется? От вас требуется, чтобы вы, говорит, закрыли свои банковские счета и все эти денежные средства перевели в другой банк. Я говорю, в какой другой банк? Где, говорит, у вас деньги находятся? В каких банках? Я говорю, ну у меня в 2 банках находятся, в Каспий банк и Халык банк. Вот давайте, говорит, значит, из этих банков вы должны снять эти денежные средства и перевести их в другой банк. Я говорю, в какой? Ну, мы вам скажем, в какой. У вас большая там сумма? Я говорю, да, большая сумма. Я говорю, в Каспий банке у меня около 6 миллионов лежит, а в Халык банке около 2 миллионов лежит. Вот давайте, говорит, собирайтесь, а мы, говорит, вас будем сопровождать. Ну, я села в машину, приехала туда. При этом они мне говорят, телефон не отключайте, телефон должен быть постоянно включен. Мы будем на связи с вами, потому что мы сейчас будем вас контролировать и защищать в случае чего. А мы включили камеру видеонаблюдения и следим за вами и за залом. Подойдите, говорит, скажите, что вам нужно снять деньги. Я говорю, ну, я когда заходила, мне девочки, значит, при входе сказали, зачем я зашла. Я говорю, мне нужно снять депозит. Они сказали, что нет, депозит мы вам не снимем. Потому что спросили, какой срок этого депозита. Они говорят, еще 2 или 3 месяца оставалось до окончания. Ну, эти по телефону мне говорят, вы все-таки настаиваете, чтобы вам сняли эти деньги. И, значит, вплоть до начальника. Ну, короче говоря, она сняла, передала мне эти деньги. Я, значит, с этими деньгами села в машину. Они на связи. Ну, что, говорит, получили деньги? Я говорю, да, получила деньги. А они мне до этого еще сказали, поедете в банк, говорит, там через банкомат будете сдавать деньги. Сумма большая, поэтому поделите по 400 тысяч. Ну, и надо вот эти деньги сдавать в банкомат. В одной руке у меня сумка с деньгами, в другой руке у меня сотовый телефон. И вот эти вот деньги нужно туда в банкомат сдавать. А там нужно еще набирать код, набирать нужно номер, потом мой ИИН надо набирать, потом еще мои данные набирать. Меня все уже вот так вот трясет.
Деньги я уронила, они рассыпались по полу. Я на них кричу, говорю, у меня деньги упали, вообще отстаньте от меня, я ничего делать не буду. Вот понимаете, вот такое состояние. А время уже за 8 часов, 9 час, в торговом центре уже никого нету практически. И вот я стою перед этим банкоматом и туда закачиваю эти деньги. Приехала домой, меня уже вот так вот всю трясет, ничего понять не могу, голова вот такая уже от всего от этого. Ну, они мне, значит, по телефону сообщают, успокойтесь, не нервничайте, все хорошо, вот видите, вы отправили эти деньги, все нормально. Так, отдыхайте, говорит, а завтра утром мы вам позвоним. На следующий день утром они мне звонят и говорят, а вы знаете, что ваша квартира продана? Я говорю, как продана? Какая квартира? Ну, ваша квартира, в которой вы живете. Я говорю, на Минина? Да, на Минина. Она продана, говорит. И если вы хотите ее вернуть, то вам нужно срочно сейчас подать заявление о продаже вашей квартиры. И тогда, говорит, тот договор купли-продажи аннулируется, а ваш договор купли-продажи вступит в действие, и вы, говорит, остаетесь со своей квартирой. Я говорю, подождите, я ничего понять не могу, как они без меня могли ее продать. Ну это же, говорит, мошенники, вы что, не знаете? Они же сидят в госструктурах, у них все ваши документы находятся, они все что угодно могут с вами сделать. Я говорю, я понять этого не могу. Ну, если, говорит, вы не хотите потерять свою квартиру, то тогда, значит, вы действуете так, как мы вам советуем. Как будто у меня интуиция, вот мне прям домой хотелось в тот момент сильно. Быстро иду домой, и выходит передо мной мама. И она говорит мне, не заходи домой, не заходи. Смотрю, дверь открываю, они с папой в комнате закрылись. И с кем-то по телефону разговаривают. И я вот чуть-чуть дверь приоткрываю и слышу, этот человек говорит, смотрите, говорит, в комнату никого не пускайте, чтобы, говорит, вам никто не мешал. И я когда вот это вот услышала, все у меня прям паника, я дверь открываю, захожу, и папа на меня кричит, говорит, не заходи, ты чё, этот человек сейчас нам помогает. Оба телефона я у них выхватила. И этому человеку прям беру телефон и говорю, вы кто такой? Вы, говорю, почему вот, то есть на связи с моими родителями. И он начинает, говорит, вы кто? Отдайте телефон, иначе, говорит, сейчас у нас идет запись разговора, все типа официально тут. Я говорю, представьтесь, говорю, вас как зовут? Он, представился, говорит, я Калашников Сергей Викторович, я, говорит, работник службы безопасности ЕГОВ. Я говорю, с какого момента, говорю, ЕГОВ звонит по WhatsApp? Я говорю, никогда, говорю, такого не видела. И на этом моменте он начинает мне угрожать. Типа, вы кто такая? Быстро отдайте телефон папе, иначе сейчас у него будет кредит. То все, я беру и отключаю звонок. Вижу, что он по WhatsApp папе прислал бумагу с Нацбанка, то, что у него уже оформлен кредит на сумму 7 миллионов. И у меня уже паника, я кричу на родителей, говорю, вы как поверили? Это же, говорю, фейк, это все, говорю, неправда. И все, и они начали там, как это, говорит, проверь, что там, как. Я захожу в папин Каспи и смотрю, у него там все чисто. И он, оказывается, заходил, этот человек ему продиктовал, чтобы он зашел в Каспи и оформил кредит наличными. У него выходит сразу же отказ от банка, потому что у него на Каспи много штрафов. И этот человек ему говорит, если, говорит, вам пришел отказ, значит, говорит, у вас все чисто. Поздравляет папу, якобы, вот, мы вам помогли. Потом сразу автоматически папе говорит, давайте, говорит, проверим вашу жену, не оформили ли на нее кредиты. Папа тоже ему верит, зовет маму, они заходят через ее телефон в Каспи, также нажимают кредит наличными, набирают сумму 1 миллион, и маме сразу же одобряют кредит в сумме 1 миллион, и вот этот кредит у нее висит. Когда я уже взяла телефон, я вижу, что на счету у нее 1 миллион тенге стоит, сразу делаю полное досрочное погашение, там у нас вышло 1 миллион 853 тенге переплатили сверху, и кредит полностью закрыли. В нужное время, в нужном месте оказалось, вот и родителей вот так спасла. У нас именно вот старшее поколение очень уязвимое. Когда вот звонят, они сразу начинают верить, думают, это все правда, а в итоге оказывается все наоборот.
знаете, вот я настолько была вот шокирована всем происходящим. Я даже не понимала, что я делаю. Вот честно говоря. Ну, это же КНБшники, они же мной руководят. Они меня сейчас защищают от этих мошенников. Вот понимаете, вот это гипноз или что это было такое, я вообще понять не могу. Потому что у меня телефон был постоянно включен, я его вот так держала около уха. Причем они мне сказали, говорят, будете продавать квартиру, значит, сразу договаривайтесь, чтобы купили сразу, в ближайшие дни. То есть вам растягивать нельзя, потому что там уже квартира продана. Вы теряете время сейчас, вам нужно срочно ее продать. Я говорю, ну я не знаю, как ее продавать. А мы вам поможем, подскажем. Вы, говорит, через риэлторов. Обращайтесь к риэлторам. Вот, и они, говорит, оценочную стоимость дают вашей квартиры. И потом дают объявление о том, что продается квартира. Ищут вам покупателей. Понимаете, квартира в новом жилом комплексе. Квартира совершенно новая. Полностью обустроенная. Новой мебелью. И вот получается, квартира 47 квадратов площадью и 50 квадратов подземный паркинг. Купили за 36 миллионов. То есть это вообще бесплатно. Ну, и я, значит, вышла такая чумная вся, ничего. Вот, ну, представляете мое состояние вот такое. Продать, непонятно кому продала, что продала, свою квартиру, за которую я зарабатывала всю свою жизнь. Вот. Ну, опять же думаю, ну это же КНБшники мне сказали, не волнуйтесь, все будет нормально, не переживайте. Ну, думаю, ладно. Ну, короче, я приехала домой, а эти, значит, мошенники по телефону мне уже звонят и говорят, ну что, вы получили деньги? Я говорю, да, получила деньги. Сколько? Я говорю, ну вот 36 миллионов, миллион, говорю, я отдала этому риэлтору. Вот отдохните, говорит, успокойтесь, все нормально, говорит. Вот видите, а вы переживали, типа. Вот. Ну, короче, я домой пришла. Ну и потом через какое-то время они мне звонят. Так, Елена Анатольевна, вам нужно срочно сейчас эти деньги в банк отдать. Я говорю, какой еще банк? А время уже тоже к вечеру. Я говорю, я никуда не поеду. Нет, вам надо сегодня, срочно, потому что мало ли что, как вы с такой суммой у себя дома, да, они к вам в квартиру залезут, говорят, и вас убьют, и деньги заберут. Вам, говорит, обязательно нужно эти деньги сдать. Я говорю, ну хорошо, куда мне надо ехать? Вот, говорит, запишите координаты, на кого вы должны перевести 5 миллионов. Вот 5 миллионов туда переведете. Ну, короче, я туда зашла, сдала эти 5 миллионов, получила квитанцию. Они на проводе. Езжайте домой, говорит, у вас дома есть коробка? Я говорю, не знаю. Найдите коробку, говорит, и, говорит, деньги положите в коробку, скотчем все это перемотайте. Напишите, какая сумма в этой коробке и наше кодовое слово «карниз». Вы же, говорит, архитектор? Я говорю, да. Ну, вот кодовое слово «карниз» будет. Ну, я, значит, эти деньги положила в коробку, скотчем плотно перемотала и, говорит, положите в пакет. А завтра, говорит, приедет курьер, и вы, значит, откроете заднюю дверь машины и на сиденье положите эти деньги. Никому ничего не говорите, все. Ну, я с утра, значит, жду этого звонка. Они мне, значит, потом позвонили, говорят, курьер такой-то вот номер сейчас к вам подъедет, выходите. Короче говоря, вот так он у меня забрал эту сумму. Они забрали. А на следующий день, значит, опять они мне звонят и говорят, а вы знаете, что у вас, говорит, вторая квартира тоже продается? Я говорю, как продается? Да, говорит, продается. Вот, говорит, давайте. Ну, в общем, повторяется эта схема. По этой схеме, значит, я продала и вторую квартиру. Мамину, родительскую квартиру продала. Вот. Ну, а потом такая же история с машиной пошла. Когда я продала машину, то они мне звонят, ну что, говорит, деньги у вас, да. Сейчас приедет курьер, деньги передаете курьеру. Я говорю, хорошо. Ну, я передала деньги курьеру. Проходит минут 5, наверное, проходит. Они мне звонят. Елена Анатольевна, срочно вылетаю в командировку. По-моему, говорит, я лечу к вам в Алмату. Сейчас, говорит, я вам привожу все документы на ваши квартиры, и машина утром у вас будет во дворе. Все, говорит. Так что не волнуйтесь, не переживайте, все хорошо, все прекрасно у нас прошло. Как он только мне это сказал, я поняла, что все. Это были мошенники.
Ну, это было, скажу вам так, с 16 января до 1 февраля. 1 февраля я продала машину. И вообще ничего нет. Понимаете, я вообще на улице. Это хорошо, вот у меня еще вот дача есть. А так у меня ничего нет. Вообще ничего нет. Ни копейки денег нет. Ничего. Шок был. На такую сумму еще. Злость, шок. На себя злость. Что как так? Если по всем банкам взять, в месяц где-то 450 тысяч тенге. Каждый месяц 450, это сколько-то лет там, я не знаю. Но 13 миллионов – это общая сумма, а если взять еще там проценты банка, они по-любому будут, это, я думаю, что около 20 миллионов в год. Если бы я взял эти деньги, а я их даже в руках же не держал, почему я должен платить? Почему я должен платить за это? Я считаю, несправедливо это. Решили сразу, что будем биться, бороться до конца. Мы стучались во все закрытые двери, которые существуют. В партию Аманат обращались, в Акимат. Акимат нам вот организовал круглый стол. Представители всех банков были. Но решения никакого толком, в принципе, и не было. Они сказали, что вот сейчас много мошенников, что вот так оформляют. Но конкретно ничего, ну, вы так, если попались, вы будете платить. И потом из чата, городского чата, ну, бывает там ЖКХ, чат, там люди общаются между собой. И я эту историю там рассказал не потому, что мне помогите мне деньгами, да, а потому что люди, не попадитесь, видите, что происходит. И мне через несколько дней одна в личку скинула: Николай, вот это аккаунт, это Юля Пундева. Попробуйте, она вот тоже попала, ищет как бы вот людей, попавших на это. И все, и потом в прошлом году, где-то в августе она меня добавила. Все, в группе начали мы, ну там, и на митинги подавать мирные, и пикеты, и, в общем, все вот это делать. Потом случайно в ТикТоке я увидела одну историю, что группа есть такая, «За правду» называется, и что вот они собирают всех, кто пострадал по всему Казахстану. Так вот мы вступили в группу «За правду», там нас больше 200 человек было в то время, и вместе нам было очень легко и двигаться, и морально тоже, потому что это психологически очень тяжело вынести, потому что ты знаешь, что эти такие огромные суммы могут достаться твоим детям, потому что в этой жизни мы даже не сможем выплатить. Меня зовут Юля, я из города Караганды, работаю энергетиком на станции ТЭЦ-1. Попалась я в 23 году, 15 марта. Мне позвонили на WhatsApp, представили сотрудниками Нацбанка, якобы на меня оформляются кредиты в 5 банках, и надо срочно аннулировать заявки и скачать антивирусную программу. Я скачала эту программу AnyDesk, и все. И они мне под диктовку говорили, какое приложение банковское скачать, Евразийский банк, Форте банк, и говорили, какие суммы надо ввести, и чтобы мошенники просто не снимали эти деньги. И все, и я, получается, сама на себя оформила кредит в 3 банках, Евразийский, Каспий, Форте, 9 миллионов 700. А потом все, жизнь остановилась, можно сказать. Дома работа, робот. И все. Полиция бездействовала. Все госорганы, вообще было пофиг. Я, честно, хотела уже даже жизнь покончить самоубийством, правда. А как мне быть? 10 миллионов, я их не брала, я их в руках не видела. Что мне делать? У меня 2 детей, куда мне их? И все. Так я, короче, год просидела. Валерьянки я, наверное, съела вагон. Я прям в магазин ходила, в аптеку по 15, по 20 бутыльков покупала. В день у меня бутылек уходил. И все. Сидела.
Надо, думаю, решать, как-то что-то делать. Создала аккаунт в ТикТоке и начала делать публикации, что ищу людей, кто также пострадал с Казахстана на мошеннических действиях, вот этих вот всех. И начали откликаться люди. Ну, думаю, ладно, может, человек 100 там соберется, ну, 150. А когда уже за 200, то уже как бы тоже не знали, что делать, как быть. Писали обращения, сами составляли. Их просто даже не рассматривали. А если рассматривали, то там прямым текстом было написано, что вы сами оформили, сами виноваты. Я даже не могу сказать, как я был в таком состоянии, что мне хотелось плакать. Думаю, как мне прокормить мою семью? У меня 4 детей, и как мне их прокормить? Вроде хочется и умереть, но думаешь, а как же мои дети дома, семья? Как они будут жить потом? Оказывается, вот если на тебе кредит оформлен, если ты даже умрешь, твоя семья должна, оказывается, платить это. Тогда какой толк умирать? Да? Без толку. Мен аяқ астынан сразу, мен қалай айтсам екен, төменнен жоғарыға құлағандай болды маған. Өте ауыр тиді. Осыдан отбасымыз құрды. Әйелім мені жазғырды, ұрыстық, семьямыз бұзылды. Сол моментте біз ажырасып кетуге тура келді. Әйелім жылап айтты, сен осындайға душар болдың, келешекте мен сенімен өмір сүре алмаймын, сен өзің өмір сүр. Қазір ажырасып кеттік әйеліммен. Мен өз-өзімді білсеңіз ғой, мен өмірден түңіліп кеттім. Тек қана ойладым мен, бұл өмірден кету керек па деп. Мені коллегаларым ұстап қалды. Мен бірінші күні. Білсеңіз, мен өз-өзіме қол жұмсай жаздадым. Біздің осы, мен сіздерге сөзіңізді бөлейін, за правду, алаяқтарға ұрынған жандар тобында 3 адам қайтыс болды. Ну, да, я создала группу эту. В первую очередь, можно сказать, там была просто поддержка, моральная поддержка. Потому что люди были в отчаянии. Банки, соответственно, высчитывали с пенсий, со всех вот этих вот счетов, зарплат. Несмотря на то, что там ты являешься пострадавшим, у тебя есть официальный документ с полицией, но все равно банки снимали эти деньги. 50%, 75%. С пенсионеров, ну вы что делаете? Что мы начали? Мы начали ездить по депутатам. Те, конечно, соответственно, плечами пожимали. Но это же банки, это же собственность. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Ни от кого нет поддержки. Даже, можно сказать, родственники от тебя отвернулись. Фу, там, ты такая-сякая, как ты так могла? Ну, как у тебя так получилось? И все на свете. И как бы им нужна поддержка, им нужна помощь. Хотя бы просто подсказать, куда идти, как действовать, что делать. Хотя бы те же обращения, что писать. Когда я вступил в группу в августе, у нас, ну, честно сказать, у людей уже истерика начиналась. Потому что банки звонили, у кого-то высчитывали зарплаты принудительно. Мой первый платеж должен быть в сентябре. В общем, я заблокировал банки, все эти телефоны, закрыл все карты, короче, все вот это, все снял наличку, которая была там, все вот это вот. Потом в августе месяце появился такой закон о банках, банковской деятельности, статья 34 пункт 15, где на основании постановления признания потерпевшим банки должны приостановить. То есть ты являешься потерпевшим, президент подписал этот закон. А у нас тогда не было этого еще ничего. И вот все, и у нас вот это, что делать, куда, как быть, вот это все. И потом, когда этот закон вышел, у нас уже полегче стало. Мы вот просто отправили обращение, 289 человек. Дополнительно они потом попросили АФР, агентство финрегулирования, дополнительно попросили по этим людям досье. Как были оформлены кредиты, куда уходили эти деньги. Если есть информация по дроперам, то значит предоставить эту информацию по дроперам. И люди, получается, подготавливали, и мы уже отправляли им. И они потом проверяли. Но официально на сегодняшний день по группе мы добились списания 272 человека. Полное списание. Справки, все как положено выдали нам. И там у нас женщина одна была, учительница. Ее прям так госорганы достали, они прям за ней ходили по пятам. И, видать, у нее сердце не выдержало. Или не знаю, что, у нее 8 миллионов кредит был. Умерла она, но мы ей добились посмертного списания полностью. Потому что там дочка осталась 16 лет. Получается, кредиты же тогда переходят на родственника. И им тоже списали эти кредиты. И получается, я попала в 23-м году в марте,
А списание уже официально я справки получила в феврале 25 года. Ну, это такое чувство, ну, очень непонятно. То есть вот, ну, не сказать, что радость какая-то. Ну, вот просто вот, и вот сейчас, вот уже спустя, вот 13 мая мне, получается, официально простили, списали, как угодно можно говорить, кредит. И вот сейчас я только понимаю, что мне не нужно завтра просыпаться и думать, как вот добиться вот этого списания. Ну, я думала, что я буду радоваться. Но нету радости. Потому что там люди. Там второй, третий список. И сколько их таких еще? Получается, у нас сейчас второй список. В этом списке 172 человека уже. И третий уже есть список. Второй список мы тоже отправили на проверку в АФР. Но пока тишина. По ним еще никакого списания нет. А третий это уже вот июнь-июль. Уже следующий список идет. Надо что-то делать, но пока еще не знаем, что делать. Пока пишем только жалобы, департамент полиции, КНБ, администрация президента, аппарат правительства, мажилисмены. После того, как было заведено уголовное дело, ну вот я заходила, значит, сначала к одному начальнику, потом к другому. Они у меня все записаны, эти начальники. Ну, мне там сказали, что вы что думаете, что мы вам раскроем это все? У нас, говорит, таких заявлений знаете сколько? Вы берегите свои нервы. Ну, конечно, это ваше дело. Сумма нанесенного ущерба гражданам составляет 29 миллиардов, свыше 29 миллиардов тенге. Это за 25 год, за этот год. Рост идет. Ну и возмещаемость у нас повысилась. Мошенничество она всегда была. Здесь в том числе и с развитием интернет-технологий, с развитием цифрового мира преступники активно используют вот эти все инструменты. С прошлого года, с ноября месяца, по поручению президента был создан профильный департамент. В каждой области были созданы управления, подразделения по противодействию киберпреступности. В основном граждане, которые обманываются, это вот уже возрастные. И в их молодости такие технологии не были. И это все новое, когда появляется. И эти звонки, они, в принципе, правдоподобные с психологической точки зрения. Он показывает удостоверение, там все гербы, фамилии какие-то известные, да, флаг. И он начинает как бы психологически манипулировать. Это называется социальная инженерия. После того, как, значит, прошла, ну, неделя или 2 недели прошли после того, как я продала это все, мне мои соседи звонят и говорят: Елена Анатольевна, а вы знаете, что ваша квартира продается? Я говорю: как продается? Объявление в газете «Караван» о том, что ваша квартира продается уже. И уже другая цена стоит, в 2 раза выше той, за которую они купили. Перспектив никаких я пока не вижу. Мне мой юрист говорит, что надо, говорит, активнее проявлять себя. Ну и мне они, значит, сказали: давайте, говорит, пикет организуем. Вот так вот. И вот сегодня я сижу и жду. Не знаю чего, кто мне что сообщит. Мошенники представляются от имени сотрудников банков, когда представляются от имени правоохранительных органов. Вот этот сейчас самый распространенный вид. Далее идет у нас онлайн-торговля, когда через маркетплейсы нашим гражданам продают несуществующие товары, когда наши граждане отправляют деньги за несуществующие товары, то есть до сделки отправляют деньги. Далее у нас идет инвестиции. Это когда инвестиционное мошенничество, когда предлагают нашим гражданам через социальные сети, через рекламу вкладываться в деньги, вкладываться в криптовалюту, в криптобиржи, лжеброкеры. Вот эти виды, они сейчас в интернет-мошенничестве самые распространенные. Демонстрация экрана, когда 2 телефона, по 2 телефонам ведут. Он прям вот мошенник на втором телефоне и видит, что ты делаешь все операции на своем телефоне. Социальная инженерия – это когда вот, я не знаю, как так получается, что человеку звонят, и он прям сам идет в банк, добровольно садится к менеджеру, оформляет кредит, и просто потом на вот эти счета, которые они предоставляют, он просто их перекидывает через банкомат.
Собирали информацию по группе, даже прям вот пытались, понять вот это все. Звонки вот эти вот, люди скидывали фотографии, там одни и те же мошенники на фото. Даже есть такие, что у них попадались одинаковые номера, что мошенники звонили с одного номера 5 человекам. Ну, это Сейчас мы знаем, где совершаются, откуда совершаются эти мошенники. Но из-за трансграничности, из-за дальности расположения в другой стране этих мошенников у нас проблема в задержании, в установлении. Откуда они звонят, с каких технических данных информации, это у нас, в принципе, уже известно, мы знаем. Мы совместно с иностранными коллегами уже проводили несколько таких операций, есть опыт проведения таких операций. У нас с Арменией в начале года была спецоперация, мы проводили 2 таких мошеннических колл-центра, нейтрализовали. Свыше 40 человек были задержаны, очень много иностранных граждан было. У нас есть опыт с коллегами Украины, активно с ними взаимодействуем. Несколько таких операций проводили в Украине, в нескольких городах. Ну, не только ограничено этими странами, у нас и с другими странами тоже взаимодействие идет. Сейчас это, как я говорил, это проблема во всем мире и во всех странах. Такие колл-центры, они есть. В нашем Казахстане тоже были факты. Такие колл-центров мы закрывали, задерживали. Но в наших колл-центрах они звонили зарубежным странам, зарубежным гражданам. С других стран звонят нашим гражданам. Хорошо по-русски разговаривают. Где-то казахские слова вставляет. Есть и наши казахстанские. Вот те же с Казтелекома, кто то с той же Казпочты. Они все по-казахски прекрасно говорят. Мен Айгүлмін. Сізге посылка келіп тұр. Қазір код келеді. Кодты айтып жіберіңіз маған. Жібереміз деп. Все они очень прекрасно разговаривают. Ну, там и суммы меньше. Может, не знаю, у них подразделения есть какие-то. Кто поменьше, кто побольше суммы. 2 года как блокируем подменные номера, которые уже, как помните, 2 года назад их очень много было, когда могли позвонить от меня, ну, к примеру, от знакомых, и звонить так с подменными номерами. Это все у нас остановилось. Подменные номера в настоящее время у нас свыше 69 миллионов заблокировано. После того, как мы начали блокировать, они уже не могли дозвониться до наших граждан. Что они делают? Они находят сим-боксы как решение. То есть через этих сим-боксов начали дозвониться. То есть сим-бокс стоит у нас в Казахстане. Они звонят на этот сим-бокс, и с этого сим-бокса начинают звонить до наших граждан. То есть они обошли тот момент, где мы их блокируем. Тем самым, используя этот сим-бокс, они дозваниваются до наших граждан. И этот сим-бокс тоже, в принципе, мы с уполномоченными органами сейчас внедряем именно как деятельность лицензирования. То есть никто не может просто так взять ее, поставить и работать, открыть компанию или просто использовать это все, лицензируемая деятельность будет. То есть будут специально регуляторы проверять именно владельца этих симбоксов. При въезде страны тоже это будет проверяться. Можно сказать, один из таких реализованных мероприятий – это внедрение в Уголовный кодекс именно статьи по, как мы говорим, дропы. Когда люди оказываются 10 мошенникам, передают свои банковские карты. Через эти карты мошенники потом похищают денежные средства. Недавно, месяц назад, наверное, только нашли дроперов, и то не всех. Где-то на 6 миллионов дроперов нашли. Там все, получается, дети 2005-2006 годов. Дроперы, в общем, это через кого проходят деньги. Вот с наших счетов они уже там или снимают, или дальше переводят тоже. Как бы вот так. В основном там дети, пенсионеры бывают или просто бомжи. Портрет – это молодые сейчас студенты и лица, которые безработные. Но и встречаются и пожилые, которые по незнанию, как говорят, в интернете нашли работу. Но я вам хочу сказать, что при переводе денег, при передаче карточки, например, в любом случае сейчас все знают, что просто так перевод это должны проверять, и просто так нельзя переводить. Даже при передаче, при получении банковской карты в договорах это уже указано, что передача третьим лицам запрещено. Я периодически хожу в РОВД. Он говорит, когда опергруппа приехала к ней, у нее муж
пенсионер. Она сама на базаре сидит. Она когда-то, еще когда работала, открыла этот Халкбанк, но не пользуется она ей. Нечего ей ни перевести, ни закинуть. Когда пришли оперативники, сказали, такого человека знаешь меня? Она говорит, ну, фотографию все показывает. Говорю, не знать не знаю. Она говорит, а вы в курсе, вот по 800 тысяч, по 700 тысяч, 4-5 раз вот переводили. Закидывают на ее карту, она даже не знает об этом. С ее карты уходит дальше. Она говорит, я даже не знаю об этом. Но она все равно автоматически виновата. Вот по Евразийскому банку, там, получается, девчонка, ей 16 лет. Она нашла в телеграм-канале какую-то работу, на маму оформила карту. Ей просто на эту карту деньги эти упали, она их дальше перечислила. 16 лет. У меня сыну 16. Кто будет отдавать? Мама работает почтальоном. Я сказала, нет, я не буду на них подавать в суд, ничего с ними делать не буду. То есть все это зная, наши граждане попадаются. Но в связи сейчас с изменением в законодательстве, внесение новой статьи, я думаю, мы сейчас, в принципе, с сентября месяца у нас вступит в силу эта норма, эта статья. До 7 лет к ответственности, до 6-7 лет к ответственности. И сейчас в ближайшее время мы ждем по охлаждению банковских транзакций денег при переводе. То есть и при получении первых кредитов, например, гражданин должен идти в банк. Потом по сим-картам ограничения, то есть на одного гражданина оформление свыше 10 сим-карт, это уже необходимо подтвердить, физически пойти. То есть это все влияет на то, чтобы как бы усложнить именно деятельность мошенников, усложнить их вот это мошеннические действия. И мы думаем, это будет большой удар для них. Когда раньше мне звонили, вот люди, короче, звонят, я обычно бросал трубку. Ну, там рекламируют, там звонят же всякие, вот так дела, короче. Я обычно бросал трубку именно в этот день. Или я какой-то уставший был, или я не знаю. Я поверил этому. Я до сих пор удивляюсь, что поверил этому. Вообще, я думаю, что телефоны с незнакомых номеров не брать. И никакие кода, ничего никому не давать. Абсолютно. Даже сотрудникам тем же. Даже вот ваш WhatsApp взломали, и от вашего имени вашим знакомым пишут. Мне А только ссылку? вот на той неделе это вот было, вот от двоих коллег, займи мне там такую-то сумму, я тебе вечером скину. Я знаю, что она в жизни у меня не попросит. И Просят она, немного да. еще. Что, вот не подозрительно, немного просят. 25-50 тысяч. И самое главное, скидывают карту с ее именем, фамилией, там, вот даже они вот это уже голоса подделывают тоже. Но сейчас не надо верить никому, лучше перезвони и спросить. Если конкретно все читать, там все написано. Никому левому не говорите, это не говорите. Я этого не сделал, я после прочитал. Но кто это читает? Я это не читал. И многие так же. То есть если действительно вы по ошибке просто продиктовали код, но в такой случай вы просто можете позвонить в колл-центры банков, заблокировать деньги, банковские счета свои. Можно через его портал зайти и вообще отказаться от кредита полностью. То есть только физически, когда подойти в банк, только тогда можно получить. Это называется стоп-кредит, функцию можно включить. То есть вот эти функции, если сделать, в принципе, то мошенники не смогут похитить. Допустим, у нас папа вот вообще, вот он в телефоне не сидит, он только телевизор смотрит, новости и все. Он не видит вот то, что в ТикТоке показывают про мошенников, он не видит это все. И он вот это поколение у нас вот уязвимое, вот поэтому хочу передать, чтобы вот обезопасили. Я сразу же поставила вот через ЕГОВ, родителям я поставила добровольно отказ от микрокредитов, от займов, ну, чтобы на него не оформили больше ничего. Потом в Каспи мы когда пошли, менеджер мне предложила поставить меня как доверенное третье лицо при получении кредита. То есть, когда на моих родителей, на кого-то захотят оформить кредит, сразу автоматически звонок будет поступать мне, то есть мое согласие тоже нужно будет. То есть сейчас можно еще такую функцию сделать, чтобы вот обезопасить себя от нежелательных кредитов. Я сказала, говорю, сейчас кто-то будет звонить, там, представляться откуда-то, говорю,
просто, говорю, на казахском отвечай, не на русском, на казахском отвечай, и все. И они, говорю, сразу сольются сами. Я говорю, ничего лишнего не говори. Я говорю, если будут там из ЦОНа звонить, с Егова, я говорю, ты должен сам обращение сделать или пойти туда. Только тогда, говорю, код можешь диктовать или еще что-то там. А так, если кто-то сам тебе позвонит, пожалуйста, говорю, никому ничего не отвечай, не говори. Или там сразу телефон сбросил и все. Говорю, больше там ничего не надо. Самое элементарное, это когда говорят правоохранительные органы, то есть полиция, это киберполиция даже. То есть сейчас мы проводим спецоперацию, вам надо срочно перевести деньги. Здесь я вам скажу, что полиция никогда через телефон спецоперацию не проводит. Никогда по телефону спецоперации, такие переводы денег никогда не проводит. Это знать базовое, когда трубку положить. То есть В первую очередь надо идти в полицию, писать заявление и брать постановление о том, что ты признан потерпевшей стороной. Сейчас у нас следователи делают так, что они могут сказать, придите завтра, придите послезавтра, через неделю, через месяц. Настойчиво сидеть, ждать, пока не примут, не выдадут, никуда не уходить. Второе, с этим постановлением обязательно копии делать, ехать по банкам, писать заявление на приостановление этих кредитов. Ждать ответов. Банки обязаны приостановить на основании вот этого вот постановления. Когда первый раз попадаешь, ты же тоже думаешь, как же так получилось, что я... И еще тебе кажется, что стыдно. Думаешь, стыдно признаться людям, что у тебя вот так тебя... Они же все равно, наружу, может, не скажут, но внутри они будут думать, ой, ну что за человек вот попался, да? Я вроде нормальный, адекватный человек, как я могла так повестись, я до сих пор не могу понять. Вот у нас в группе, у нас бухгалтера, учителя, у нас грамотные люди сидят в группах. Как они так? Загадка. Не было такого, что я самобичеванием занимался. Да, многие не понимали, многие, как ты мог попасть, как ты это. Естественно, вот у нас в группе люди тоже, да, много пенсионеров попадает, 70% пенсионеров, но у нас есть люди экономически образованные, и они попадают. Кто-то в бухгалтерии работал, и тоже люди довольно-таки грамотные, и все равно попадают. Как один такой хороший человек говорил, что миром управляют жадность и страх. То есть в моем случае был страх, когда я боялся, что мои средства с депозита перейдут в спонсирование каких-то, допустим, экстремистов, и меня за это посадят. Знаете, когда вас это не касается, вы мимо ушей эту информацию пропускаете. А когда коснется, тогда вы уже вслушиваетесь в то, что вот вы где говорите, в том же ютубе, в том же телевизоре. Вы уже хорошенько слушаете. А когда вас это не касается, это все вот так проходит. Да, говорят, ладно, меня не коснется. Все так думают. Я тоже так думал. Когда коснулось, я начал прислушиваться. Но уже поздно. Уже поздно.